Приветствую, друзья! Компания 7 Гц, вероятно, из-за огромного успеха своих последних моделей, решила отделить от себя часть, которая будет заниматься исключительно бюджетными решениями. Назвали ее, как несложно догадаться, Salnats. Zero это будет уже вторая реализация от данного подразделения, но в этот раз они, на мой взгляд, превзошли себя. Динамические наушники с 10-мм драйвером и хармоновской настройкой всего за 1300 рублей. Дешевле не придумаешь. Очень круто и совершенно неожиданно. О них сегодня и говорим. Поехали! Пришли наушники в небольшой коробке с изображением героев обзора и логотипами 7 Гц из Salnats. Из характеристик стоит отметить только один 10-мм динамический излучатель с чувствительностью 108 дБ и импедансом 32 Ома. Вот здесь верю, а то Traffic Zero понаписали не пойми что, а модель была довольно-таки тугой на раскачку. В комплект нам положили, конечно же, инструкцию по эксплуатации, она же гарантийный талон, карточку с характеристиками, целый пакет разноцветных амбушюр с узким и широким горлышком, то есть считай 2 набора. Кабель, хотя и выглядит скромно, но по сопротивлению каждая из его жил дала 0,380 Ом, что более чем в 2 раза меньше, чем было у Traffic. Штекер прямой, заушенный из довольно плотной термоусадки, а соединение на вилочках 0,78 мм. Сами чашечки выполнены, судя по всему, из пластика. С внутренних частей можно найти компенсационное отверстие для 10-мм динамика, средний по габаритам звуковод и еще какой-то элемент, назначение которого я так и не смог понять. С внешней же части мы видим металлическую вставку неправильной формы с наименованием модели. Смотрится это неплохо, в ухе они сидят прекрасно, да и звукоизоляция на отличном уровне, причем с каждым из видов комплектных амбушюр. Вот так вот, друзья, это все и выглядит. По измерениям тут немного более длинный относительно нормы импульс, небольшие расхождения между левым и правым каналом и искажения в пике, достигающие 0,3%, что ровно как было у Traffic. Фаза ведет себя естественно, а затухание на 30 и 60 дБ соответствует примерно 79 и 98 миллисекундам с легкими возмущениями в нижней половине спектра. С точки зрения графиков, амбушюры на АЧХ здесь никак не влияют. Где на низких частотах имеется подъем на 7 дБ с плавным заходом на середину. Далее имеем куда более выразительное выделение области разборчивости с пиком на 2,8 кГц. Небольшое ослабление уровня до 5 кГц и еще один незначительный пик на 8 кГц для усиления резкости звучания. Ну а на самых верхах нам дополнительно подсветили частоты в 13,2 и 16 кГц. То есть все очень схоже с другими Zero, которые мы с вами уже рассматривали. По характеру вынужден признать, что звучание тут не такое задавленное, как было у Traffic. Не буду спорить, хорошо это или нет, дело вкуса. Мне же текущее положение вещей нравится куда больше. Хотя, положив руку на сердце, до естественности здесь очень далеко. Подача слегка подсушенная и отстраненная, однако с выразительностью вроде как порядок. Слушать это можно. Нижнего баса мне показалось маловато, зато текстуры вполне разборчивые, ритм партии мясистый, на середине хотя и нельзя назвать прозрачной или детальной, но она, как и в случае Traffic, имеет плотное такое абсолютно монолитное тело. А вот верха мне понравились. Довольно-таки точная передача в плане тональности, хотя и все с той же непрозрачной основой. В общем, до убийц хотя бы среднего сегмента им, на мой взгляд, очень далеко. Зато звучание здесь равномерное, что без сомнения оценят, например, любители всяких агрессивных стилей. Гитары рычат, вокал выразительный, хотя и с довольно средней артикуляцией. Да и в плане техничности все очень достойно. То есть нормальные для своей цены наушники, но без чудес или задатков на что-то большее. В сравнении с KZ ESX из той же ценовой категории, последние намного басовитее. В них больше воздуха, лучше передается пространство. В Salnats же все было каким-то неестественно плоским. Да и по мелодичности KZ очевидно впереди. Впрочем, я вполне могу понять тех, кто осознанно выберет Salnats Zero. Музыка в них звучит как взведенная пружина. Кажется, вот-вот она выстрелит. Этого, конечно, так и не происходит. По энергетике они чересчур уж сдержаны. Зато
что само ощущение освобождения придает свой особенный характер звучанию. В целом, рядом с Truffer они не такие приятно басовитые, в остальном же очень сильно схожи. Если вам глубоко все равно на нижний бас, то переплачивать за Truffer нет никакого смысла. Если говорить о разнице в насадках, то в случае с узким сердечником мне показалось чуть меньше баса и больше воздуха в звучании, хотя сели они чуть хуже, так что, возможно, еще и это повлияло на сравнение. Но отличия есть, и это сложно отрицать. По стилистике я бы не стал слушать на них джаз или какую-то академическую музыку, слишком уж они требовательны. Но что-то попроще, типа не танцевальной, но достаточно агрессивной электроники, рока, разнообразного металла вполне можно. Звучит модель довольно-таки технично, да и настройка без каких-либо раздражающих пиков. Да, не хватает низов, мелодики, энергии, воздуха, пространства, слишком все плоско и спокойно. Но есть и немало меломанов, которые предпочтут все это каким-нибудь не столь ровным в плане АЧХ решением. Все это, друзья, вопрос вкуса. Я же свое мнение высказал. Источник, в принципе, может быть любым, но хочу предупредить. Silent Zero немного требовательнее остальных наушников. Уровень громкости в моем стационарном усилителе SMSL HO200 приходилось выкручивать примерно как для планарных Дioka. То есть не классический 20 мВт аналогового выхода вашего смартфона или планшета, но даже 60 мВт мобильного ЦАПа вполне хватит. Итогом, динамические наушники Silent Zero довольно интересно выглядят, достойно сидят, насадок комплект отсыпали от души и кабель на этот раз приемлемый. По сравнению с Truffer здесь чуть менее зажатый звук и нет того особенного баса. В остальном же ровно такое же монолитное тело, спокойная настройка, сдержанность во всем и везде, плюс очень неплохой уровень техничности. Слушать тут лучше что-то электрическое, хорошо компрессированное. Танцевальная электроника скорее всего не зайдет, оркестровая или мелодическая тоже под большим вопросом. Звук однозначно не мой. В предпочитаемую мной стилистику они с трудом вписываются. Хотя если сконцентрироваться на цене, тут даже ничего так слушать, как говорится, можно. А на этом у меня все. Это были наушники Silent Zero от компании 7 Герц. Всем добра, всем пока-пока. Подписывайтесь, жмите лайк и присоединяйтесь ко мне во ВКонтакте и Телеграме. Там тоже много всего интересного. Собственно, пока.